Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ботания 1.7.10. Сегодня я расскажу про ману, как ее получать и зачем она нужна. Так, для начала нам потребуется такой вот посох леса. Это по сути инструмент в этом моде, с помощью которого мы будем связывать различные предметы, там, поворачивать их и так далее. Чтобы скрафтить такой вот посох, нам потребуется два лепестка любого вида и ветка жизни дерева. Ветка жизни дерева крафтится, соответственно, из жизни дерева, которое я показывал, как получать в предыдущем видео. Ну, там с помощью маргаритки, да, очищается у нас дуб. Кроме того, обратите внимание, что лепестки, поскольку можно использовать различные, мы получаем, соответственно, разные посохи леса. Всего, как мы видим, да, у нас тут 28 страниц по два вида, то есть 256 различных видов просто посохов получается. Достаточно интересно. То есть вы можете, по сути, свой какой-то индивидуальный посох создать, например. И если играете на сервере вместе с кем-то, как бы у каждого свой посох какой-то индивидуальный, какой-то раскраски. В общем, интересно достаточно. У этого посоха есть два режима, который переключается с помощью комбинации Shift и PKM. Функциональный есть режим и режим привязки. Так, ну на примерах я, наверное, позже покажу. Единственное, что можно, например, еще с помощью этого посоха, помимо того, чтобы взаимодействовать с предметами из этого мода, можно, например, еще какие-нибудь предметы крутить, типа сундука. Shift PKM, я, например, вращаю сундук. Тоже интересно получается. Далее, значит, перейдем к рассмотрению маны. Что это такое, зачем она нужна? Мана, по сути, это вид энергии в этом моде. Если посмотрим в описание, как они говорят, значит, разработчики этого мода, что мана это эфирное вещество, другими словами, это форма мистической энергии. Она нам потребуется для некоторых крафтов, там и для того, чтобы ее получить, давайте для начала рассмотрим, где ее в принципе можно хранить. Значит, для хранения маны есть бассейны. Здесь, соответственно, два вида их. Бассейн просто обычный маны и бассейн разбавленной маны. Обычный бассейн крафтится из жизни камня, а бассейн разбавленной маны крафтится из плит жизни камня. В чем разница? Разница во вместимости и в том, что, судя по описанию в лексике, этот обычный бассейн маны, он не может передавать ману другим, соответственно, предметам. И там же есть комментарий в лексике, что этот бассейн, как бы обычный, по сути, он там используется, имеет свое применение, когда, например, вам нужно какое-то небольшое хранилище иметь и не нужно куда-либо передавать ману. То есть тогда он может быть полезен. А так, как правило, скорее всего, вы будете использовать такой бассейн разбавленной маны. Итак, допустим, у нас есть такой бассейн. Два вида. Этого емкость там примерно, например, примерно на 2 порядка больше. Соответственно, чтобы нам сюда ману поместить, нам потребуются какие-нибудь источники. Кстати говоря, эти бассейны можно еще и покрасить. Если у вас есть краситель, например, пыльца, возьмем какую-нибудь пыльцу, например, фиолетовый, соответственно, цветок. Она делается у нас из пестика и ступки и фиолетового мистического сиреневого лепестка. Мы можем покрасить просто правым кликом. Так вот. Так, значит, у нас есть бассейн маны, нам надо его наполнить. Для того, чтобы его наполнить, нам нужен какой-нибудь источник маны. Самым базовым источником маны являются такие цветки. Дневной цветок. Значит, разместить их следует так в виде шахматной доски, потому что, опять же, судя по описанию, если мы рядом поставим два цветка, они будут друг у друга энергию поглощать, будут друг другу мешать. Поэтому расставляем их в виде шахматной доски. Кроме того, значит, здесь это в разделе создающая флора, да, дневной цветок.
упоминается про то, что как бы производство маны с помощью них идет достаточно медленно. Поэтому желательно там около 10-12 цветков использовать одновременно. Ну и кроме того, поскольку это дневной цветок, он питается солнечной энергией, превращает ее в ману. Работать, естественно, он будет только в дневное время. Вот. У этого цветка есть аналог, который работает в ночное время, но это я, наверное, в следующем видео рассмотрю. Так, окей. Значит, допустим, у нас вот есть источники маны, да, это цветки. И у нас есть хранилище маны, такой вот бассейн. Как нам, соответственно, передать ману? Для этого в этом моде существуют специальные предметы. Это распространитель маны. Вот возьмем его, поместим сюда. Так, ну для начала давайте посмотрим вот правым кликом. Если мы сейчас вот наведем посохом леса на бассейн, мы видим, что он у нас не заполнен. Вот, неизвестный статус. Если мы первоначально наводим на предмет посохом, мы видим, что статус нам неизвестен. Чтобы получить статус, мы кликаем правой кнопкой мыши и получаем статус. Мы видим, что он сейчас находится у нас в режиме наполнения. Вот, он будет получать ману от других предметов. Можно его переключить, вот этот вот разбавленный бассейн. Shift, правый клик. Вот, в режиме, соответственно, у нас это у нас был режим привязки, вот режим функциональный режим. Можем переключать, соответственно, на отдачу. Вот. Так вот он принимает, так отдает. Вот. Видим еще сверху шкалу наполнения. Сейчас у нас этот бассейн пустой. Если мы наведем сейчас, например, на распространитель маны, мы также видим, что у него вот эта вот шкала маны пустая. У него есть тоже свой внутренний буфер, пока что он пустой. Давайте теперь посмотрим на цветки. Ну, кстати говоря, здесь неизвестно, я же опять делал правый клик. Вот, видим, что пустой. Здесь тоже давайте кликнем. Вот, и мы видим, что цветка тоже есть свой внутренний буфер маны, и он уже заполнен. Вот, они запитались. Эти все цветки. Правым кликом тыкаю и вижу, что у них буферы заполнены. Значит, я сейчас попробую с помощью распространителя передать ману от цветков к бассейну. Для начала надо настроить соединение вот этих цветков с распространителем. Соответственно, переключаем в режим привязки. Shift, правый клик по цветку. Вот он выделился такой вот рамкой. И опять же Shift, правый клик по распространителю. Все, если мы теперь наведем на цветок, вот так вот, мы видим, что у нас, если будем наводить на него, мы видим, что у нас распространитель выделяется. То есть они соединены. И такая еще появляется зеленая галочка, что вот этот цветок соединен с распространителем. Окей. Значит, кстати говоря, если мы сейчас обновим статус, да, правым кликом, мы видим, что у нас буфер очистился. Да, то есть вот эта вот мана из этого цветка, она у нас ушла. Вот отсюда к буферу. А если мы сейчас здесь обновим статус правым кликом, увидим, что он начал наполняться. Внутренний буфер вот этого распространителя. Так, давайте все цветки соединим. Вот так вот. Shift правый клик, Shift правый клик, Shift правый клик, Shift правый клик. Я соединил все эти цветки. Вот они у меня все соединены с этим распространителем. Если я обновлю их статусы правым кликом, вижу, что теперь у них у всех буферы пустые. Вот. Правым кликом обновляю, соответственно, статусы и вижу, что они все пустые. Потому что они всю свою ману, которую получают от солнечного света, передают вот этому распространителю. Так, обновим у него статус, видим, что он уже у нас чуть ли не наполовину заполнился. Давайте попробуем вот эту вот ману из него передать бассейну. Как видим, у него с одной из сторон есть такое отверстие, откуда, соответственно, у нас идут искры. Вот эта, соответственно, сторона у нас передающая. Нам ее нужно направить на этот бассейн. Для этого переключаемся в режим функциональный. И мы можем вращать вот этот вот распространитель маны, если зажмем правый Shift и будем, соответственно, правой кнопкой мыши зажмем и вот так вот будем его вращать. Вот. Ну, как написано в описании к этому моду в лексике, нам нужно, чтобы, если, например, распространение шло туда, встать в противоположную сторону. Давайте попробуем. Вот нам нужно туда, да, направить. Ну, значит, я правильно. Так, режим функциональный. Сейчас покрутим, попробуем. Раз, раз, раз. Чуть-чуть. Вот. Как видите, у меня даже звук такой появился. То есть он начал передавать ману. Вот правым кликом нажимаю, вижу, соответственно, что у него буфер немного очистился. А здесь вот у нас мана начала наполняться. Тоже правым
правой кнопкой тыкаю, вижу, что у нас наполняется. Я просто обращаю внимание, да, чтобы вот эти статусы обновлять, вам обязательно нужно правой кнопкой тыкать. Иначе может казаться, будто бы ничего не меняется. Да? На самом деле, как бы изменения происходят, но для обновления статуса нужно обязательно посохом тыкать. Правой кнопкой мыши. Все, вот у нас, соответственно, вот этот распространитель соединился. Вот он забирает у нас у цветков ману и, соответственно, передает его бассейну. Вот у нас бассейн наполняется. Далее, что интересного. Вот этот распространитель маны с помощью, например, сигнала красного камня мы можем отключить. Вот я сейчас поставлю рычаг. Раз. Все, он меня перестал передавать. У него, по идее, сейчас должен наполняться внутренний буфер. Ну вот, он потихоньку наполняется. Все, и когда он полностью заполнится, соответственно, уже от цветков перестанет принимать. Вот. Раз, включили, и видим, что он стал направлять туда ману. То есть, когда наполняется, да, выстреливает эту ману. Если же нам нужна какая-то более продвинутая автоматизация, для этого случая у нас есть такой вот красный распространитель маны. Суть его в том, что он наоборот работает именно по сигналу красного камня. То есть вот, допустим, у нас есть такой вот распространитель. Итак, я вот еще два цветка здесь поставил дневных, соединил их с распространителем маны красным. Вот, и как видим, соответственно, у него буфер сейчас наполняется, но он ману не передает, потому что у него нет сигнала красного камня. Если мы сейчас поставим здесь таймер, вот, то по сигналу красного камня он, соответственно, ману передает бассейну. Вот, соответственно, очень удобный элемент для автоматизации. Так, ну и наконец давайте посмотрим, собственно, для чего нам мана нужна, например. Вот, допустим, мы накопили ману, что мы можем с этим делать? Мы можем из базовых ресурсов ванилы, типа жемчуга, железного слитка, алмаза, красной там пыли или светопыли, стекла, ниток, печенья, получать такие вот материалы из этого мода. Для этого берем, например, жемчуг и просто кидаем его в бассейн. Так, нам маны просто здесь не хватает, у меня где-то здесь творческий стоит, вот здесь хватает. Расход, кстати говоря, достаточно большой на производство. Вот, раз, произвели. Здесь вот хватает, кстати, на производство. Вот, на слиток моностали. Вот, то есть из железа слиток моностали, из жемчуга края жемчуг маны, из алмаза мана алмаз, из красной пыли, светопыли и пыльцы этого мода получается мана паудер, из стекла мана глаз, кстати, интересная штука, из нитки мана infused ink, а из печенек получается такое печенье мана, которое очень питательно. Кстати, вот это вот мана глаз, это очень красивый такой строительный материал. Давайте посмотрим, как он выглядит. Ночью он дает еще такое освещение. Тут такая красивая текстурка, прозрачная. Плюс к этому еще и освещение дает. Очень хороший такой материал. Вот. Так, ну, в следующих видео я продолжу рассказывать про ману, про как получать, соответственно, ее еще можно. Вот, спасибо за просмотр. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. Советуйте друзьям это видео. В комментариях пишите какие-нибудь свои замечания. Вот, и жду вас в следующих видео.